Сегодня я вам хочу рассказать белорусскую сказку под названием «Как Иван чертей перехитрил». Жили-были бедняки, старик, старуха и трое сыновей. Вот померла старуха, старик осознал сыновей и говорит: раз не нажил я хозяйство, поделю, что имею. И завещал он старшему сыну желтого кота, среднему жерновки, а младшему Ивану пучок лыка на лапте. Вскоре после смерти его задумались сиротки о заработках. Взял старший брат желтого кота под мышку, давай по всему свету работу искать. Как-то застигла его в дороге, просится в одну хату переночевать, а ему отвечают: ах, добрый человек, у нас мышей да крыс столько, что злату нет, уж тебя, новичка, они мигом заедят. Ничего, даст Бог, переночую, сказал путник и улегся на полу с котом. Проснулись утром хозяева, глядь, куча мышей да крыс на полу сложена, а рядом с гостем какой-то желтый зверек мурлычет. А в тех местах про котов и слыхом не слыхивали. Продай да продай своего зверька, заладили хозяева. Этот зверек непродажный, отнекивался по прихожей. Весть о чудном зверьке дошла до самого царя. Что хочешь, проси. Взмолился царь, а только продай зверька. Осыпь его, царь, серебром, тогда и владей, говорит старший брат, а сам берет своего котика за передние лапки и на задние ставит. Теперь осыпай. Царь все свое добро достал и осыпал котика. Взял путник серебро и домой воротился. Хату поставил хорошую, хозяйство завел, женился и зажил припеваючи. Поглядел на него средний брат и говорит: пойду-ка я со своими жерновками странствовать, вдруг они мне счастье принесут. И застала его путь и ночь, а на лесной опушке пустая хата стоит. Собрался он на палате, да там уснул за своими жерновками. В полночь пришли в хату разбойники и давай награбленное делить. А путник возню неловко повернулся и ненароком стукнул свои жерновки на пол. От того грохота разбойники дали ходу, побросав добычу. Собрал средний брат деньги, пошел домой и зажил не хуже старшего. Решил тогда и младший брат Иван счастье попытать. Пошел с лыком по миру, шагал покуда лапти не износил. Сел среди болота на кочку и давай из лыка полоски резать на новые лапти. А из болота черт как выскочит. Ты что это, Иван, делаешь? Вестимо что? Веревки вью. Зачем? Чтобы вас, чертей, из болота ими таскать. Да надо ржиться, по копейке продавать. Заработаю на хату, вас доходит. Тут пруд прути. Что хочешь бери, да не тащи нас из болота. Насыпь шапку золота, не буду. И пока черт нырял за золотом, Иван вырыл глубокую яму и положил на нее свою дырявую шапку. Высыпал черт мешок золота в шапку, а он и дна не покрыло. Вторым с горем пополам шапку наполнил. Подымай, говорит он Ивану, я тебе помогу донести. Ничего, возражает Иван, сам управлюсь. А черт рогами уперся, подымай шапку при нем. Поднял шапку, как тут не увидеть, что деньги в яме? Да ты, приятель, возмутился черт, меня обманул. Пойду к старшему управы на тебя искать. Старшой выслушал черта и послал над Иваном суд вершить. Существо дьявола, крепыша. Кто кого одолеет, тому и золото достанется, предложил крепыш Ивану. Посмотрел Иван на крепыша, не просто чертом будет сладить, но страха своего не выдал. Глядя, а под елью медведь лежит. Резве дело мне самому с тобою бороться, говорит Иван черту. Ты потом гостей не соберешь, а вон лежит поделкой мой старый дед. Померяйся сперва с ним силой. Подскочил черт к медведю. Дед, давай поборемся. Медведь черта так
младшего сынка, прежде чем со мной тягаться. Подскочил летун к зайцу, а тот с перепугу во всю прядь пустился, только след простыл. Воротился летун к старшему, несловно хлебавший, осерчал старшой, посылает к Ивану третьего черта свистуна. Кто кого пересвистит, тому и деньги, говорит он Ивану. Ну, соглашается Иван, свисти. Черт как свистнет, только болото затряслось, да лес осыпался, а Иван и говорит: завяжи-ка, свистун, себе глаза, а то я свистну, они на лоб еще вылезет. Завязал свистун со страху глаза платком и командует: свисти. И Иван как свистнет, черта дубинкой по лбу, тут как и присел. Погоди, говорит Иван, что-то я слабо свистнул, дай-ка еще разок. О нет, смолил черт, с меня и этого довольно, забирай золото и не свисти больше. Так Иван богачом домой воротился. Сказочку белорусскую под названием «Синяя свита» налево шито, соломенный колпак. Была у царя дочь невеста, клину гнул он клич: тому отдам руку моей дочери, да полцарства придачи, кто от меня так спрячется, чтобы я не сыскал. А был тот царь-чародей, 2 дня никто счастья не пытал, головой не рисковал, а на третий явился богатырь по прозвищу «Синяя свита», налево шито, соломенный колпак. Стоял добрым молодцем, по двору бежал черным соболем, под ворота лез белым горностаем, по полю бежал серым зайцем и убежал за 3-9 земель в 39-е царство, чтобы там на заповедном лугу обернуться цветком. А царь встал, умылся, почитал волшебную книгу и говорит: слуги мои верные, ступайте в 39-е царство, сорвите на заповедном лугу все цветы и доставьте сюда. Принесли ему слуги цветы, царь дунул на один цветок, а на его месте уж добрый молодец. Что ж, синяя птица налево шита, соломенный колпак. С первой попытки от меня не укроешься. На другой день синяя свита налево шита, соломенный колпак. Стоял пред царем добрым молодцем, по двору бежал черным соболем, под ворота лез белым горностаем, по полю бежал серым зайцем и убежал в 39-е царство, чтобы там обернуться рыбой окунем, и нырнул в бездонное озеро. А царь взял волшебную книгу, прочитал и велит: слуги мои верные, ступайте в 39-е царство, закиньте сеты в бездонное озеро и помаете мне рыбу окуня. Принесли ему слуги окуня, только тонул на него царь, и он уж добрый молодец. Что ж, синяя свита налево шита, соломенный колпак. Опять я тебя нашел, если и 3-й раз не спрячешься, сложишь буйную головушку. На 3-й день синяя свита налево шита, соломенный колпак. Стоял пред царем добрым молодцем, по двору бежал черным соболем, под ворота лез белым горностаем, по полю бежал серым зайцем и убежал за 39 земель в самое дальнее царство, чтобы влезть на поднебесный дуб, обернуться иголкой и под корою засесть. Прилетела птица Нагай, опустилась на тот дуб и спрашивает: что за человек тут спрятался? Я, синяя свита налево шита, соломенный колпак. Как ты здесь оказался? Хочу на царевне жениться, а царь свою дочь отдаст за того, кто от него укрыться сможет. 2 он меня сыскивал, на 3-й раз не быть мне живому. Я тебе помогу, добрый молодец, сказала птица Нагай. И превратила она малую иголку в пушинку, спрятала пушинку себе под крыло и полетела к царю-волшебнику. А когда он лег спать, птица Нагай сунула ему малую пушинку за пазуху. Утром царь волшебную книгу полистав, распорядился: слуги мои верные, ступайте за 39 земель в самое дальнее царство и сыщите самый большой дуб. Его спилите, на дрова покалите, в костры сложите, костры зажгите, малую иголку в соле найдите и мне принесите. Слуги все в точности исполнили, но иголки не нашли. Вышел царь тогда на крыльцо и кричит: синяя свита налево шитый соломенный колпак, покажись.
сказочка. Латышская сказка под названием «Волшебная Миленка». Жили-были два брата, богач и бедняк, и богач бедняка ненавидел. Совсем обнищал бедный брат и пришел к богатому за помощью, а тот швырнул ему через окошко заплесневелый свиной окорок, так кричит: «Убирайся в пекло, продашь там окорок, деньгами разживешься, и на том спасибо». Поклонился бедняк, взял окорок и со слезами на глазах пошел пекло искать. Повстречался ему седой старичок и спрашивает: «Почему ты плачешь?» Бедняк и выложил все о своем горе. Послал его брат в пекло окорок продать, а дороги не указал. Чем зря слезы лить, утешил его старик: «Ступай прямо по этой тропинке и подойдешь до самого пекла. Только денег в пекле за окорок не бери. Проси Миленку, что в углу валяется». Шел и шел бедняк до самого пекла. Добрался перед огромными воротами, остановился да постучал. Вышел на стук чертов прислужник от трехголовых и спросил: «Чего тебе нужно? Свиной окорок не купите?» Спрашивает бедняк: «Сколько же ты за него просишь?» Прищурился чертов прислужник. «За деньги не продам», предупредил бедняк. «Меняю на Миленку, что в углу валяется». «Проси, что пожелаешь, кроме Миленки», заупрямился трехголовый. Но бедняк от своего не отступился и унес Миленку. По дороге назад он снова старичка встречает. «Добыл Миленку?» спрашивает старичок. «Ага», отвечает бедный брат. «Да что мне с ней делать? У меня и молоть-то нечего». «Миленка это волшебная», говорит старик. «Прикажи ей молоть, она затрещит, завертится, да намелит тебе всего, что захочешь». А еще открыл старичок бедняку, как ее остановить, и наказал никому тех заветных слов не говорить. И зажил бедный брат счастливо, богато. Намолола ему Миленка всякого добра и столько золота, что поставил он себе золотой дворец. Увидал его богатый брат, чуть рассудка не лишился. Прибегает он к бедному брату и спрашивает: «Где достал такое богатство?» Рассказал бедный брат о своей Миленке, а богатый пристал: «Продай да продай». «Отчего не продать? Добро мне теперь не переводно, можно и брату уделить», рассудил бедняк. Подхватил богатый брат Миленку и, сломя голову домой, утром собрался с батраками сено косить. Жена его думала дома остаться и кашу сварить, но муж распорядился: «Пойдешь с нами косить, а как завтракать время придет, я домой сбегаю, Миленка мне мигом кашу намелит». Так они и сделали. Как проголодался богач, прибежал домой и за Миленку. Мелит она, мелит, все горшки кашей наполнила. Уж и хватит, и хозяин кричит перестать. А Миленка, знай себе, мелит. Уж вся изба в каше, а Миленка не останавливается. С перепугу вышвырнул богатый брат Миленку за дверь, но это не помогло. Скоро весь двор кашей наполнится. Богатый брат не знает, как с бежной Миленкой сладить. Отнес он ее брату: «Давай ее, мол, куда сам знаешь». Посмеялся бедный брат, прошептал волшебные слова. Вся каша тотчас исчезла. Плыли как-то мимо этих мест моряки. Глядь, золотой дворец на солнце так и сверкает. Моряки враспросы: чей это дворец и откуда он здесь взялся? «Это мой дворец», отвечает им бедный брат. «А взялся он вот из этой Миленки». Подивились моряки, попросили что-то Миленку поближе рассмотреть, и так им Миленка приглянулась, что они ее украли. Стали моряки выдумать, чтобы такое приказать Миленке. Намолоть. Пока они судили да рядили, кто-то возьми да крикнет, что хорошо бы соли намолоть, потому что дома ее забыли. И замолола тут Миленка. Пыли столбом, целую тарелку соли намолола. Вроде бы и хватит, хотя моряки Миленку остановить-то не тут-то было. Так и наполнился корабль соли, пошел вместе с моряками и Миленкой ко дну. А и там по
сей день мелет, потому и вода в море соленая. Так что вот так вот, дорогие друзья. Всем спасибо, дорогие друзья, кто слушает мои сказки на ночь. Всем большое спасибо. Всех благодарю.